Привет, мы Миша и Даша, и мы партнеры по бизнесу. А также мы муж с женой. Год назад мы решили открыть в Киеве тайский ресторан. Нам понадобится $300 000. Прилетели в Бангкок. За голову повара я плачу $1000. Чувак сказал, что если есть этот суп, будет классно стоять член. Жирные личинки. Так, эта чайная штука действительно штырит. Ча был крут. Он приготовил вкусно все. А это что? Ой, как пахнет. Вместо вывески и логотипа дверные ручки. Что делать будем? Это же вообще не подходит. Именем короля остановиться. Именем короля. Мы просто потратили $600 000 на полную хуйню. Я точно так же переживаю, как и вы. Ладно, тогда завтра открываемся. Мы крылись. К нам приходят друзья. Всем, кажется, нравится. Тоже очень ебаная, блядь. Кажется, даже в Тае таких хуёвых кабаков нету. Если вас что-то не устраивает, нахуй. И мы, конечно, обосрались так. Каждый день будет хуже и хуже. Мы любим тайский. Да. О, боже мой, какой кайф. У нас на тот момент уже было 2 заведения общественного питания. Китайский привет и вьетнамский привет. Мы фанатики Азии. Фанатики. Мы проехали ее вдоль и поперек. Проехали. Собственно, зачем мы это делаем? Мы привозим в Киев экзотические форматы еды. В китайском привете готовят китайцы, во вьетнамском привете готовят вьетнамцы. То есть мы хотели открыть настоящий, аутентичный, очень красивый тайское кафе и сделать это за 4 месяца. На открытие проекта нам понадобится $300 000, я надеюсь. У меня есть где-то $100 000 своих. Еще 200 нужно где-то достать. Мы обосрались в огромном количестве моментов. И сегодня вы узнаете, в каких. Самое первое и самое важное, нам нужно было найти шеф-повара, который будет вести этот проект. Таким образом, в нашей жизни появились Маша Васильева и Антон Васильев. Они муж с женой, которые проживали в момент нашего контакта на Бали. Возвращаться в Украину в принципе не собирались. Ребята приняли наше предложение и вернулись в Киев, сразу приступили к проекту. Антон. Привет. Антон шеф. Я Миша. Мы летим в Таиланд. Да, и нам надо привезти шеф-поваров и научиться вообще готовить тайскую еду. Но перед этим надо выпить пиво. Да. Ничего. Мы прилетели в Бангкок. И едем на первую проработку. Наше первое собеседование было с очень даже миловидной девочкой по прозвищу Зина. Нас тут встречают просто со светомузыкой. Больше всех напряглась Маша, потому что Антону тогда пришлось бы работать с ней на кухне. И Маша волновалась, что он Зину выебет однажды или не однажды. Оказалось, что Зина готовит плохо, и мы двинулись дальше. Lady, no boom boom, no boom boom. We have wives at home, no boom boom. Водитель тук-тука нам только что предложил поебаться. А еще он нам предложил посмотреть на то, как барышня выталкивает из своих влагалищ шарики для пинг-понга. Но мы с Антоном этого делать не будем. Поскольку мы в Таиланде, в принципе, не знали никого, я искал телеграм-каналы в разных городах. И везде просто писал, что я Миша, я хочу открыть тайский ресторан в Киеве, в Украине. За голову повара я плачу $1000 тому, кто мне поможет. Назначено 7 проработок, штуки 4 в Бангкоке, Чангмае и пока все. Еще хотим найти на Пангане и где-нибудь на севере Таиланда. Всем поварам, которые приезжали к нам, мы давали задачу приготовить 10 блюд. Сомтам, fried rice, том кха, том ям, масаман, red panang, and this fish red curry. Из которых 8 заданных и 2 на свое усмотрение. Им нельзя было использовать никакие пасты,
с рынка, либо из магазина. Все пасты нужно было приготовить собственноручно. И после того, как нам все это готовили, мы пробовали, оценивали блюда. Проработка подошла к концу. Это 20-е блюдо, и мы по-настоящему мертвы. Ты начинаешь ненавидеть еду и людей, которые тебе приносят. Еще мы только что узнали, что во всех блюдах на проработке ребята использовали MSG, то есть усилитель вкуса. Это не пойдет им на пользу. В большинстве азиатских стран в еду добавляют глутамат натрия, он же MSG, он же химический усилитель вкуса. У нас его боятся. Для азиатов это норма, как посолить или поперчить. По иронии судьбы мы взяли на работу чувака, который прилетел к нам на собеседование из Куала-Лумпура в первый же день нашего пребывания в Таиланде. Миша? Nice to meet you. Ча был крут. Он был крут сразу. Во-первых, он знал больше 10 слов на английском, не больше 20, но, тем не менее, этого достаточно для хотя бы какой-то элементарной коммуникации. Он приготовил вкусно все. Так, ну мы тут с Антоном в полном ахуе, потому что очень вкусно. Плюс он просто крутой мужик, сговорчивый, позитивный. So, how old are you? How are you? 47. 47. About money. How much do you want? Он достаточно стабилен. С ним можно договариваться, потому что для тайцев нормальная тема. Если то, что происходит вокруг тебя, не санук, санук — это значит ментальное равновесие, или не сабай. Сабай — это значит физическое равновесие. Например, ты посещаешь высокооплачиваемую работу, но она не приносит тебе санука, ты уходишь с этой работы. Плюс тайцы не повышают голос. Если ты говорил чуть-чуть громче своего нормального тона, то тайцы могут воспринять это как оскорбление. А если их кто-то оскорбляет, у них это называется потеря лица. У них приравнивается накричать на кого-то, как к нашему, наверное, ударить. У меня есть классное предложение, Тоха. Давай будем сейчас как-то выборочно орать на незнакомых тайцев и смотреть, что будет. А Ча в этом плане супер адекватен. Я думаю, что на него можно даже наорать. А еще Чевчу зовут не Чевча, как оказалось. Его зовут Ча. А Чев — это в смысле то, что он шеф. Шеф Ча. А мы его все время Чевчей называем. А он меня все время называет босс. Мы привезли его первый раз в июне. Наконец-то настал этот знаменательный момент. Чевча приехал! Ура! How are you? Мы делали проработки за гаражами, за китайским привет. Ребята, что вы делаете за гаражами? Very funny place to cook food. Мы ставили маленькие грили, готовили там сатай, готовили там сай-ауа и готовили там просто за гаражами. Мы те еще рестораторы. Он увидел осенний лес прошлой осенью. Впервые. И он лег в листья, в желтые, и начал так мотылять руками, как бабочка. ครับผมชื่อชามาจากเมืองไทยอากาศที่นี่หนาวมากครับฉันรู้สึกไม่ชอบเลย Помимо собеседований, мы записывались на стажировки в разные рестораны, торговались, просили, чтобы нас научили готовить все, что нам нравится. Мы приезжали к макашницам, еда которых мне нравилась в предыдущую поездку, и договаривались с ними за деньги, за просто так. Шли у пацанов серьезные переговоры с семьей, со своей, сколько денег с нас содрать. We want to teach how to do this soup, and I'm ready to pay for it. Is it possible? Yep. So 500 baht, okay? ใช่เลยกีตาเลยขายเดียวคนละพี่โก้ทีนี้1,000 baht for together For one dish? just for 2 piece Only soup. okay just for soup. В основном это было порядка 500 бат. 500 бат — это 15 баксов. Один чувак в Чангмае научил нас готовить black pepper краба просто потому, что мы купили у него black pepper краба. Мы на кухне какого-то стрёмного ресторана на рынке ночном, и меня учат готовить краба. В Таиланде уличная торговка — это с вероятностью 70%, что будет вкусно. Нигде больше в мире так нет. В Китае, если ты пойдешь к уличной торговке, с вероятностью 90% это будет ссаное говно. В Таиланде не так. Чем хуже, тем лучше. Чем задрыпаннее дыра, тем, скорее всего, там будет вкуснее. Так, ну что, наш обед. Жирные личинки. Не знаю чего. Самое время съесть вот этого товарища. А можно просто поработать? Нет. Вкусно.
Мы с Антоном прибарахлились, купили штатив, крепеж для камеры на палец, крепеж для камеры на скутер. Поэтому теперь качество картинки будет не полное говно, а просто говно. Все для вас. Мы прилетели в Чангмай. Мы знали, что есть северная кухня, которая называется ланская кухня. Чангмай — столица средневекового государства, которое называлось Лана. Оказалось, есть еще и санская кухня, которая базируется на северо-востоке. И вот о ней мы не слышали вообще нифига. Когда мы приехали, нас встретила Мо и Ая. Мо, дочка Ая. И Ая глобально сыграла просто невероятную роль в появлении тайского привета. Hello. Hey. Антон. Миша. Миша, pleased to meet you. Nice to meet you. Поскольку у тайцев достаточно сложные имена, они, чтобы проще их было называть, придумывают себе вот прозвища такие. Мо — это, например, арбузик. Потому что когда Мо была в животе у Ая, ее живот был похож на арбузик. А Ая — это, как выяснилось, тоже не имя, а просто типа «Эй, Боу». Он говорит: ну, хули, так проще вам, понимаете, вы говорите «Эй». Ну, я и отзываюсь. Каждое утро мы садились на велосипеды и вместе с Антоном и Ая ехали на рынок на велосипедах по Чангмаю в 7 утра. По пути ели то, что нам попадалось, какие-то жареные бананы, в общем, какой-то стритфуд утренний. Такой запах. Круть. Это очень вкусно. Ая нам показывала все травы, пряности, какие-то ферментированные чаи, которые реально штырят. Там пару минут, но все же. Не жуй. Это очень странно. Так, эта чайная штука действительно штырит. Я тоже сейчас почувствовал. Причем так порядочно очень. Потом мы возвращались и готовили. Мы простажировались у Ая, наверное, порядка 2 недель. И за это время она научила Антона готовить вот самые простые, но самые сложные вещи. Как правильно варить стики-райс, клейкий рис, как правильно делать карри. А карри ведь делается из огромного количества ингредиентов. В масаман карри 24 ингредиента, которые ты должен в ступке сделать и не провтыкать с пропорцией ни одного, потому что тогда карри получится говном. Ты не сможешь потом что-то достать оттуда. На зеленые чили, кинза, лайм. Первая у нас пошла кожура лайма. В танском приюте мы собираемся, кстати, делать все эти пасты вручную, сами. В какой-то момент, пока я делал пасту, я пропустил момент, когда она получилась, поэтому не успел этого снять. Но вы увидите уже, в принципе, финальное завершение. Эта штука с курицей, ее можно подавать с чем угодно. Последние штришки. Чуть-чуть подкрасили. Hello. Hello. Gonna take a spoon. คุณแม่เกินฝากขอบคุณอันข่าวซอย How is it? Oh my god. Give him a hug. Good? A hug. Yes. Thank you. Give him a hug. Let's give him one hug. Месяц назад, когда мы были в Чангмае, попал в тайскую чайную, в которой продают дикий чай. Называется компания Мансун. Это чаи, которые растут просто в джунглях. То есть это деревья, которым там могут быть сотни лет. У каждого дерева уникальный вкус, потому что рядом с одним растет манго, рядом с другим растет лайм. И мы попробовали, решили, что очень хотим их начать импортировать. Проходит месяц. Наша хозяйка Ая повезла нас познакомиться со своим другом. И оказалось, что этот друг — это владелец компании Мансун с собственной персоной. Познакомились, он рассказал нам про свой бренд, про свою идеологию, про то, что он борется с дефорестацией, что это самая большая проблема, на его взгляд, в нынешнем мире, что производители чая вырубают огромные площади леса для того, чтобы высадить там свои монокультурные плантации. Ярый поборник того, чтобы чаи и любые вообще агрокультуры росли в своей естественной среде и прилагать к этому максимум усилий. Мы первые, кто продает классный, правильный тайский чай в этой стране. После этого мы улетели на Панган. Вообще утомили, конечно, меня уже эти острова. Только в феврале отсюда вернулся, и вот опять.
такой у нас living-room. Такой вот очаровательный бассейн. И самое главное, вот это. Просто посмотрите на этот вид. У нас было 3 задачи. Нам надо было договориться о стажировке в рыбацкой деревне Чолоклам. Это мы сейчас договариваемся о том, чтобы они научили нас готовить несколько блюд. Договориться о покупке одного супа, который есть у нас в меню, исанский суп, он так и называется, с мужиком, который этот суп на рынке готовит. И договориться с еще одним мужиком на другом рынке, который готовит ланский, нет, тоже исанский суп с потрохами. Итак, только что мы познакомились с Джеки. И Джеки будет учить Антона готовить исанский суп Том Сэр. Так, сейчас мы добавляем лемонграсс, говяжий желудок, слайм, рыбный соус будет и, собственно говоря, чили, аскорбиновая кислота. Меня начинает бросать в пот уже просто от одного вида, как его этот суп наливают в тарелку. Чувак сказал, что если есть этот суп, будет классно стоять член. Остальное время мы лежали в бассейне и смотрели на красивый остров. О, боже мой, какой кайф! В общем, можно было ехать на Панган просто, чтобы в этой вилле пожить. Ну, вообще все наши поездки по работе, они очень травматичные. Мы ели по 10 раз в день. То, куда двигаем? Поесть. Ах, как неожиданно. Cheers. Капунка. Пунка — это по-тайски спасибо, а падика — пожалуйста. Вам это важно знать. Дорогие друзья, у нас очень тяжелая работа. Смотрите, литр супа, полкило карри, огромная рыба, 2 салата. Если вы выбираете профессию, связанную с общественным питанием, будьте осторожны. Вам придется путешествовать, есть, пить постоянно. В общем, это невероятно сложно. Мы с Антоном перемещались из одного кафе в другое. То есть мы поели, и в следующий раз мы едим, когда мы приезжаем в следующее кафе. А в это кафе мы следуем прямо из первого кафе. А в третье кафе мы следуем прямо из второго. Ты опять ешь? Я не ем. Это не еда. Мы не в Таиланде, ты не Антон. Как бы цель не обожраться, а цель просто попробовать. Боже мой, как я устал жрать. Я прям больше не могу. А нам еще идти на этот маркет, и там снова будет много еды. Интересно, какие профессиональные заболевания у обжор? Конечно же, мы ездили к J-Fi. Это очередь к бабуле по имени J-Fi. Той самой J-Fi, которая получила мишленовскую звезду. Бабуле уже очень много лет, и она готовит на углях. Подают здесь аутентичную тайскую еду, но, насколько мне известно, она как-то феноменально приготовлена. Она королева лапши, и как ее только не называют в Таиланде. Чтобы попасть к J-Fi, надо выстоять очередь минимум 2,5 часа. Прошло 1,5 часа. А мы, как вы видите, ждем. Не могу в это поверить, но нас позвали. 2,5 часа. У нее реально дорого. То есть это дороже, чем любой аналогичный стритфуд в Таиланде, раза, наверное, в 4. То есть там суп стоит 1000 гривен. Ну, какой это суп? Ну что, настоящий том-ям, без кокосового молока, без пасты, прозрачный, наверняка просто ебически острый. Хорош? Она использует самые крутые ингредиенты. Если это креветки или крабы, то есть вот такие креветки, их там такое количество. Вот это креветка в супе. Так, этот самый знаменитый в городе краб-омлет. Он стоит 1000 бат. Для сравнения, по 3000 бат это где-то 950 гривен. В любом другом месте в городе такой омлет будет стоить где-то в 8 раз дешевле. Она может себе позволить продавать еду за такой прайс, и у нее всегда стоят очереди и будут стоять. Если она болеет, то ее кафе закрыто. Мы с Дашей как-то пытались к ней попасть, и было закрыто, и на ролетах висели записки J-Fi, поправляйся, и это было очень мило. 3 года мы мечтали поработать с Антоном Шнайдером, чтобы он нам сделал идентику. Антон очень специфический чувак. Короче, у меня нет решения готового, у меня есть рассуждение. Давай. Типа, есть такой подход, сразу делаешь плохо,
быстро, а потом начинаешь это исправлять. То есть, потому что люди обычно делают неопытные, они типа долго делают типа супер правильно, а потом в конце понимаешь, что это все дерьмо, и у них уже мало остается времени на переделать. Антон, на наш взгляд, гений от дизайна. У него 100%. очень своеобразный стиль. И я передаю слово Антону. Я тут при чем вообще, ребята? Мне понравились все три варианта. Я бы, если честно, не смог бы различить эти три варианта. Ну, если бы подряд посмотрел бы так. Его главный постулат: худшее, что есть в дизайне, это дизайн. Дизайнера больше нет как профессии. В чем проблема слова дизайнер? Потому что как только ты говоришь дизайн или дизайнер, ты сразу представляешь, что продукта у конечного, который делает дизайнер, у него будет дизайн. Ты будешь на него смотреть и видеть этот дизайн. А это, неправильно, не должно быть видно дизайна. Поэтому дизайнера нужно убрать. Дизайн по дизайнер, дизайнерский. Дизайн без дизайна, дизайн. А прикиньте, взять вот такие фотки, короче. Вот эта фотка блюда, только круглая, и у нее такая ушко, и ты их в меню, а вот это меню. И ты их вот так просто приклеил, и, короче, они вот так торчат, как чешуя. Понял, ты как бы вроде сверху смотришь плоско, но у тебя такие как бы торчат, и как бы так... Ну, удобно, легко, Нет, понятно. Ладно, но подождите, это же там что-то есть. И мы понимали, что то, что будет предложено Шнайдером, это будет что-то из ряда вон необычное. Мы этого одновременно и боялись, и очень хотели. Короче, просто вместо вывески и логотипа дверные ручки. Второй вариант. Ручка может быть одна, например, дешевая, тупая, другая подороже с вентилями, например. Типа айский. Привет. Ну, типа. И типа в этом какой-то прикол. Они могут быть и буквально ручками, могут быть просто странно где-то прикручены вообще там, где им не надо быть. Могут быть, не знаю, там типа подносы к нему приделаны. Могут быть просто как сувенир на ручку домой прикрутишь. Когда ты приходишь к такому крутому чуваку, любому, ты как бы либо доверяешь его вкусу, доверяешь его видению, либо не доверяешь. Да. И, в принципе, да, он такого уровня дизайнер имеет право полное сказать: вот, ребята, это будет так, держите. Если вас что-то не устраивает, нахуй. Когда Антон сделал нам первый вариант идентики, мы просто охуели. Что делать будем? Ну это ж вообще не подходит, да? Не, ну а почему? Я не сказала, что вообще не подходит. Так, ну это вообще не подходит. Супер отрицала. Конечно, зато так никто не делает. Может, это никто не поймет. Да. Вообще. Мы сначала решили, что мы не примем это, и что это слишком странно, что это слишком отрицалово, что это слишком некоммерчески, что люди это не поймут. Так, это полное... Нам, глобально нам не нравится... Нет, тигры прикольно. Вот такой вот, ты бы его оставил таким вот. Это же тоже полное отрицалово. И что, блядь, делать? Это же, по сути, то, чего ты боялась. А ему другой не интересно. Но потом мы поняли, наверное, за неделю, что он гениальный. Мне кажется, на следующее утро мы поняли, мы переспали, и мне кажется, пришло уже понимание. Ну ладно, может... Нет, да? подольше это было. Шнайдер делал все: меню, открытки, идентику, придумывал вывески, делал, в принципе, все графические и даже не только графические элементы дизайна. Шнайдер придумал вот такую ладошку, которая у нас над тайским приветом. Короче, они, опять же, руками и палками. Почитал я. Так. Типа рука, но в таком вот стиле. Типа в массажном. Рука. На ней написано «Привет». Ну, типа, потому что это рука. Да. А на палке написано «Тайский». Ну, типа, они вот так тупо соединены кольцами, и все. И придумал... Тайгера. Он нарисовал тигра. Пины в туалете — это наш тайгер. У нас вообще есть символ наш тайгер. Это очень такой уебищный тайский тигр. И он нарочно уебищный. На самом деле он выдающийся, на наш взгляд. Да, этот тигр, он у нас используется. Какое имеет отношение тигр к Таиланду, мы не знаем. Антон оказался просто невероятно сговорчивым, терпеливым. Да, вообще. Он просто выдержал такое, и такого сговорчивого котика. И прям... Что? Мяу. Было Антон, очень приятно. ты сговорчивый котик. Не сговорчивый, как ты утрируешь так у меня в словах? Дизайн интерьера нам делал Слава Балбек. Перед тем, как подписаться со Славой, мы, на самом деле, с Мишей очень долго выбирали, думали, встречались с разными ребятами. Даже в разные страны летали на встречи с архитекторами. Привет,
мы приехали в отель. В номере меня ждет золотая ванна. А вот и моя золотая ванна. Так, я сначала приму золотой душ, а потом пойду в золотую ванну. Потом я посушу на золотой батарее что-нибудь. Чурчхела, красная грузинская, золотая ванна. Сегодня у нас встреча с Rooms. Очень хотел бы, чтобы у нас получилось договориться о совместном проекте. Вот так вот мы серьезно подошли к вопросу. Но выбрали все равно Славку. Красиво. Слава готов нам переделывать визуализации по 62 раза, хотя Слава очень крутой. Я знаю, что ребята такого уровня делают там, одну визуализацию. Ну ладно, 2. Короче, мы хотели предложить ввести традиционного красивого бронзового тигра, но чтобы он вызывал симпатию. Было где-то 3 или 4 варианта дизайна, и мы выбрали третий, кажется. Третий, да. Но на самом деле и первый уже был очень классный, но мы чуть-чуть допиливали, доделывали. На самом деле первый был крутой. У нас была еще одна дурацкая идея. Если мы все сделаем из этого леопарда. Но вот мы когда нарисовали все это, мы поняли, что это может быть too much. Но я за леопард, конечно. Я тоже за леопард. Даже. Нет, ну, конечно, за леопард. Да нет, вообще. Даже не обсуждается. Даже не обсуждается. Кажется, что будет много леопардов. Нет. Не, в смысле, я не именно за леопард, я за какое-то ебантейство. Мне очень мало ебантейства. Настя и Слава не были в Таиланде. Плюс мы хотели привезти много антиквариата. Нам нужно гораздо глубже уйти в вечность. Я имею в виду антикварные элементы и прочие штуки. Я хочу, чтобы мы реально заморочились. Степень проработки Готов. у нее нет ограничений. Можно там над каждой вот такой штучкой сидеть. И это прикольно делать. И прикольно, качественный результат. Там такое количество фишечек, например. Тайцы отгоняют мух от еды целлофановыми пакетами, которые прикреплены к моторчику, например, от плеера. Это еще имеет некое театральное свойство, как будто пакетики танцуют. На мой взгляд, это одно из самых выдающихся изобретений человечества. Поэтому принято было решение лететь вместе я, Миша и ребята. Ты уже сразу на шортах? Я на шортах уже месяц хожу. Пролезайте. Да? У меня есть, я составил план вообще поминутный нашего путешествия. А что будет на третий день в 14 минуту? Я шучу, я собирался его составить, но ничего не составил. И я теперь спалил какой-то славный проект. И я его перепродам. В Бангкоке мы посетили рынок Чатучак. 200 guys! เจ๊ไฟ1,000 บาททุก That's crab omelet, 1,000 baht. Tom yum is less. ต้มยำ how much 1,000 บาท 500 บาท Noodles, 200 baht. 250, let's go. 250 Go! Go! Yeah! Мы приехали на Чатучак. Это один из самых больших рынков в мире. 15 тысяч киосков. Даже больше 15 тысяч киосков. Здесь можно купить вообще все. Можно купить кошку или трон. Или кресло от спортивного автомобиля. Очень красиво. А мы такой мутанем сами. Такое мутанем? Как ты такое мутанешь? Именем короля остановиться. Именем короля. Поклянись именем короля, что ты сделаешь такой же стеклянный портрет. Дешевле, чем за $300. Именем короля мы мотанем такую штуку за дешевле, чем $300. И такую же по качеству. Дешевле, чем $300. В общем, несмотря на то, что Слава клялся с жизнью короля, он для нас эту картину не сделал. Слава, если король двинет кони, то, в общем, в этом твоя вина. Да, так они так и продаются. Нет, это сейл. Нет, это сейл намного какая-то. 3 for 2000. 3 for 2000. For 3. For 3. После этого, после Чатучака, мы полетели в Чангмай, в деревню Бантавай. Мы летим в Чангмай, мы летим в Чангмай. Бантавай — это деревня мастеровых. Туда свозят антиквариат из Индии, из Китая, из, естественно, Таиланда, с Бирмы. В одном Бантавае можно построить 40 тайских приветов, 60 китайских приветов и 100 индийских приветов. Там есть все.
Панель стоит $25 тысяч. Перевести, я думаю, будет еще где-то 15 стоить. Просто фантастика. Столько красивых вещей. И еще здесь нет тени. Поэтому мы сейчас будем ходить по 50-градусной жаре. Как хорошо все. Не жарко, на самом деле. Комфортно, да? Да, не жарко. Приезжайте все. Нам важно было понять, как это логистически в Украину передать не за баснословные деньги. Центральная рама со стеклом весом 400 килограмм. Стоит она $2,5 Если отправлять самолетом, это $4000 только доставка. Привезти контейнер антиквариата – это очень дорого. Особенно, когда ты до этого ничего не возил так издалека. Особенно, когда у тебя очень сжатые сроки, и ты решил, что ты все сделаешь за 3 месяца. Мы очень долго не могли получить лицензию на вывоз 2 статуй, бирманских статуй. Мы на эти статуи получали Будда лайсенс для того, чтобы вывезти их из Таиланда. То есть это конкретно предметы, которые имеют историческую ценность. Сначала груз из Таиланда не могли погрузить и отправить в порт. Затем долго не приплывало нужное судно. У нас уже дважды отложили отправку груза антиквариата нашего из Бангкока. Мы же думали, что к концу сентября мы откроемся, и что нужно, чтобы весь антиквариат приехал числа 10 сентября. Пока над ним поработают реставраторы, пока его смонтируют, у нас еще сместится открытие на месяц. На корабле за скромные деньги это уже не могло произойти, это было невозможно. Есть вариант отправить самолетом сейчас, если быстро принять решение, но это дороже на $5 или $6 тысяч. В попытке успеть все сделать вовремя, мы повезли его на самолете. И он приехал супер быстро. 3 недели до открытия к нам прилетел антиквариат. В 6 часов будет антиквариат на стадии реставраторов. И этот антиквариат потом лежал 2 месяца из-за неустановленных окон у нас на складе. Так, а вот наша любовь и гордость. У нас прям у входа стоит 700-килограммовый тигр. Наша гордость. В принципе, такой уебищной статуи, я думаю, найти, в общем-то, невозможно. Он прям валялся на обычной дороге, такой поросший мхом. И теперь он стоит у нас возле входа, мы его причесали, отреставрировали, и он хороший, конечно, чертовски. Бля, какой он крутой. Мы потратили на это много-много денег, а могли просто привезти на корабле. Ну, кто бы знал. Хотите выебываться, делать классные интерьеры, запариваться в деталях? Ставьте себе нормальные сроки, а не 3 месяца, как это сделали мы. Как обычно работает поиск помещения? Миша занимается полностью этим вопросом. Самый дотошный человек, который я знаю. Ну да, считаю меня самым дотошным. Хотя я просто просыпаюсь по утрам, захожу на все сайты и ищу помещение. И так я могу делать месяцами, пока не найду то, что мне нравится. Но с этим было не так. Я это помещение видел каждый день. Я водил дочку в садик напротив этого помещения. Мелкую в садик. Пока, моя хорошая, я тебя очень сильно люблю. Когда выходили из садика, все время перед нами было здание закрывшегося Ощадбанка. Родаки уехали. Мы смотрели на него и думали, блин, прикольное здание. Это не памятник, слава богу, архитектуры, это просто пристроек какой-то, овощной магазин. Это банк, слава. Ну, до этого, наверное, это был какой-то овощной магазин. Всегда банк. Да? Всегда это было доходное место. Окей. И вот там, где у них было лаве, мы будем делать... Хорошо, да. А потом однажды там появилась табличка, что его сдают в аренду, и мы сразу же в первый же день его сняли. Мы, наконец, едем подписывать договор. Наше помещение уже не на птичьих правах наше, а полноценно. Как оказалось дальше, это было не просто помещение, а да, это было просто полуразрушающееся помещение. Полуразрушающаяся пристройка к дому, в которой не было ни электрики никакой, ни сантехники нормальной, ни покосившиеся стены. Но мы настолько влюбились, что просто ничего не видели. Там вот эта стена, которая достроена, фундамент дома заканчивается по колонну. Ну, чуваки решили еще на метр сделать красивую стену. И у них не хватило стройматериала. Поставили деревянную балку и на эту балку настроили кирпичную стену. Ага, это хорошее решение. А? Ну, это отлично. Мы должны открыться через месяц. Отлично движемся. Нам сейчас пришлось
полностью все заливать бетоном, вставлять бетонные балки, в общем, делать прям капитальную работу, но нам за это дали еще 1 месяц арендных каникул. Спасибо за это. В сущности, в тайском приоритете мы построили новый дом, поэтому он вышел таким дорогим. Так, монтаж колонн 7 штук. Ой, по 10 тысяч я только увидел, нихера себе. Согласен. Когда наш бюджет проекта был уже порядка 500 тысяч долларов, мы понимали, что это серьезная проблема, и мы набрали кучу кредитов. И мне пиздец как не нравится брать на себя обязательства под то, в чем я не уверен. Обычно мы берем кредиты и понимаем, окей, если даже пизда всему, перекроемся за счет китайского, перекроемся за счет там, мы берем все под что-то, да. А здесь как бы объем кредитов уже такой, что хуй пойми, чем перекрываться. Однажды я сидел за столом и увидел, что ко мне подошел Вадим с белым лицом и Маша с белым лицом. Я понял, что какая-то проблема. Ребята с трясущимися руками говорят, у нас тут проблема по смете. Она не совпадает немножко на 90 тысяч долларов. В смысле не совпадает на 90 тысяч долларов? Ни 1000 долларов, ни 5000 долларов. 90, сука. Я принял следующее решение. Решил продать тачку хату. Да. То есть, грубо говоря, если я сейчас продам свой рендер и квартиру, а Вадим продаст свою квартиру, мы закроем 200 тысяч долларов кредитов, и это сэкономит нам 100. Попробовать закрыть максимум кредитов для того, чтобы минимизировать процентную нагрузку. У меня есть еще хата, но мне надо выписать малых. Блять. Детей выписывать это, ебань, вообще, блять. Детей выписывать это же полный зашквар. А чего? Да хуй его знает. Не знаю. Хороший вопрос, а что? Лучше мы эти деньги сэкономим и заберем себе, чем будем отдавать их другим людям. Значит, традиционно перед открытием своего нового проекта я продаю автомобиль. Открывался китайский привет. У меня была немножко машина попроще. Ford Pro. Такая американская тачка с открывающимися фарами, которую я купил за 5000 долларов. Еще на нее потратил 10, за весь этот период. И продал? И продал за 2. За 1 день. Мы едем показывать мою квартиру, которую я собираюсь продать, чтобы перекрыть часть процентов. Не 1. Подожди, ты уверен, что 13 дашь? Нет. Не 13. Не уверен. Я здесь не был несколько лет. И риэлтор сдает все время. Я особо здесь не проверял. Я помню, по-моему, сейчас звезды. Здравствуйте. Проходи, дорогой. Сколько я здесь не был? Вот, ребята предлагают 43 500. У меня такая позиция в этой истории. Я не настроен торговаться особо по простой причине, поскольку она приносит 11 или 12% годовых, и то есть с точки зрения аренды 10% это окей, она приносит выше. Поэтому я чисто символически 500 долларов выступлю, чтобы сделать шаг навстречу, но не более. 44,5 я ее отдам. Я нахожу эту цену справедливой. Поэтому обдумайте, пожалуйста, если вам интересно продолжать диалог, давайте его продолжать, если не интересно, давайте не продолжать. Может показаться изначально, что бэкграунд Таиланда недостаточно крутой для того, чтобы открыть конкретное направление тай. При этом, на самом деле, это фантастическая кулинарная культура, одна из самых сильных в мире. Приветики. Здорово. Привет всем. Я опять к вам. Что готовите? А ты ее собираешься на пальмовом листе выдавать, да? Да. Прикольно. А это что, шримп-кейки будут? Будут. Ну давай, ладно, все, я ушел. В меню тайского привета порядка 40 блюд. Кроме туристических блюд, в меню есть очень много изысков, которые мы разыскивали в глубинках. То есть тех блюд, с которых, в принципе, началась тайская кухня. Короче, наша первая совместная проработка чая и тохи. Мы, получается, сейчас попробовали все базовые тайские блюда, которые готовил Ча. И сейчас ребята начали готовить их вместе, уже доводя до вкуса того, который нам нужен. И как вам вместе? Как вам вместе готовить? Да, окей? Together, окей? Проработки никогда не заканчиваются. Мы и сейчас продолжаем проработки. Вкус блюд уплывает, мы его возвращаем в русло или улучшаем и вводим новые. То есть это бесконечный процесс в ресторане. Ты всегда прорабатываешь новые или старые блюда для того, чтобы это было по-настоящему круто. Острый, очень много чеснока и... В целом, треха. Треха. Мне соус не нравится. Он вкусный, но с чесноком, да, тумач. Мы в меню оставляем только 4 и 5. Если мы понимаем, что у блюда есть потенциал, тогда, и, например, но сейчас оно 3.
там не дотягивает по звонкости или по подаче. Тогда мы допиливаем для того, чтобы довести его до 4 или до 5. А это что? Это копченый баклажан был. Охуеть. Вот это да. Короче, тут даже вообще нахер не нужна курица, чувак. Просто баклажан тупо топ-закуска. Вот вообще топ-закуска. Ой, как пахнет. А это джок. Как он пишется? Джок? Джок. Джок — это рисовая тайская каша. Боже, как она отвратительно выглядит. Бля. Знаете ли, так впору и блевануть. Аналог нашей овсянки, который азиаты употребляют, когда они больны, когда у них расстройство желудка. Джок — это решение любой проблемы, связанной с едой. Так, мы с Антоном решили, что джок — это вообще новый авокадо-тост. Что на завтрак все в Киеве сойдут с ума, будут есть постоянно наш джок. Мы его ели постоянно в Таиланде, рассказывали 3 дня нашим женам о том, какое-то крутое блюдо Антон приготовил, и они чуть не блеванули обе. Это тарелка спермы с яйцом. На что похож джок? На сперму. Я считаю, что тарелка спермы с яйцом – это супер. И посмотрим по итогу, сколько мы этой спермы будем продавать. Я думаю, что мы станем основными поставщиками спермы к гостям в этом городе. И они оказались правы. Никто не ест джок. Самое досадное, что я его тоже перестал есть. Потому что в таком количестве есть сперму я не готов. В нашем бизнесе мы стараемся быть максимально осознанными, работать с действительно классными продуктами. Мы приехали к Тохе на дачу, к родителям. Здесь есть достаточно много земли свободной, и мы подумываем здесь организовать тепличное хозяйство и выращивать всю азиатскую зелень и овощи, фрукты, которые нам нужны. Вот, посмотрите. Вот эти маленькие побеги – это листья горчицы, которые мы привезли из Бангкока. Вот они. В нашем меню большинство вин — это натуральные вина, которые произведены без вмешательства химии. Появилось движение людей, которые в первую очередь пекутся о природе, нежели о финансовом результате. Меньше классических добавок, более нестандартный результат, который многим начал нравиться. И на них появился спрос. В нашем меню дикие чаи. Это Влад. Влад занимается всем, что касается чая в китайском привете, и будет заниматься в тайском привете. Поэтому это все, что мы привезли от Кеннета. Мы отказались от трубочек, мы перевели все наши пакеты на биоразлагаемые. Вся наша посуда, которая для супов, вилки, палочки, все или деревянное, или из крахмала. Если есть те места, в которых мы можем быть не просто слепыми потребителями, а приносить посильную пользу, мы делаем это. Вообще у нас в бизнесе разделение следующего характера. Я занимаюсь general менеджментом, набираю нам команду, организовываю все процессы. А Даша занимается всем маркетингом, всеми эстетическими вопросами. Также моя функция — придумывать разные сомнительные концепции. Я сделал презентацию, которая состоит из 100 слайдов, с каждой мелкой деталью, которая мне казалась крутой. Забавно было, что через 2 месяца, когда у нас уже почти была утверждена визуализация, и, в общем, мы прошли уже достаточно долгий путь, Даша мне сказала, что это полное говно. Мне не нравится твоя презентация. Ну, в смысле, как? Мне она очень нравится. Это очень хуево, потому что мы по этой презентации даем тех задания сейчас архитекторам, дизайнерам и всем остальным. Ты же понимаешь, они сейчас сделают по этой презентации. Ну, хорошо, не надо злиться на меня. Я вообще не злюсь. Мне не нравится, что она очень трэшовая. То есть она, у меня, она, ну, как бы я другой вообще кабак вижу. Я не понимал, почему мне нельзя об этом сказать было раньше. Она видела эту презентацию 600 раз. Ну, так ты можешь скрестить, ты можешь взять мою презентацию? Нет, там, ну... Или надо всю уебать? Ну, пару элементов оставить. Нет, ну как, ну, понимаешь, просто, ну как... Нет, не всю. Бля, это жестко. Да не всю. Когда мы начинаем обсуждать в процессе какую-то идею, начинаем мрачно ссориться, в итоге я начинаю плакать, мы выключаем камеру. Можешь сейчас поплакать? Ну нет, ну обидь меня. Иди нахуй. Ну это не обидно. Так а чего? Ну что ты заколбасилась? Ну, потому что ты за это время успел сказать, что моя презентация говно, и надо нахуй убрать. Когда я веду проект, это получается полное говно и так дальше. Ты нихуй, ты так говоришь. Ты не так я говорю. Нет, ты именно так говоришь. Слово в слово.
Если нам хватает в текущий момент мудрости и злость не переливает через край, мы садимся и разговариваем. Давай Давай. Я просто расстроилась, что меня наезжать, я не совсем поняла, почему. А что не наезжать? Ну, потому что ты похож на меня сразу. Если бы не Даша, то я был бы, скорее всего, владельцем сети шаурмяшных или шашлычных, или какого-нибудь говна полного. Но... То же самое, только просто красивое. А с Дашей то же самое, только очень красивое, очень эстетское и, в общем... Моя любимая жена придумала, что в нашем помещении будут не просто большие окна, они там уже были большие, она придумала, что они там будут огромные. Опустим их в пол, ну то есть это уже совсем другая атмосфера. Это было замечательное решение, но дорогое. Ну, подумали, раз, у нас же куча денег, окей, сделаем. Смотрите, значит, расклад следующего характера. Мы хотим охуенные нахуй окна. Мы об этом несколько раз говорили. Да, потом Славка в прошлый раз приходит и показывает нам какие-то окна с вот такой вот рамой. У меня в подъезде такие. Мы говорим, Слав, ну как, мы ж не об этом договаривались. Слава говорит, ну что, блядь, нормально? Мы говорим, какая рама будет? Ну как здесь, в китайском привете. А мы говорили, что только не как в китайском привете. И Слава такой, ну ладно. И мы такие... Или мы не открываемся с классными окнами, или открываемся с обычными. Нет, мы хотим открываться с классными окнами. Все, ты правильно сказал. Мы хотим охуенные окна. И мы нашли компанию, которая за скромные 700 тысяч гривен взялись нам эти окна сделать. Мы выбрали, конечно же, деревянную раму, мы выбрали, конечно же, итальянскую фурнитуру. Окна, конечно же, должны открываться там всячески. А накануне установки мы позвонили, сказали, ребят, так, что, во сколько завтра у нас установка окон? А менеджер такой, каких окон? Сказали, что окна не приедут, они приедут через почти 3 недели. Это просто ужас, потому что от этого зависит таки фасад, зависит установка батареи, зависит вообще огромное количество работ. Работа над окнами не велась. Она просто не велась. Почему она не велась, нам объяснить не смогли. Уже неделю как должны открыться по какому-то второму дедлайну. Мы только что встретились с владельцем. Писали договоры, оплатили окна. Машка, когда? В июне или в июле? В июле. 25 сентября у нас должна была произойти установка. Нам ребята говорят, ну извините, у нас там брус не приехал. То есть нас даже не предупредили. Вот. Чистой воды кидалово в общении, потому что по-другому это назвать нельзя. Ну, я, как обещал, разобрался в вопросе. С 18 числа мы постараемся приехать как можно раньше, с тем, чтобы за 2 дня это дело все... Вы это под свой контроль, да, берете? Да, конечно, да. Ребята начали нас кормить завтраками. Классическая строительная история. В итоге они в день установки привезли нам 4 окна из 8. Мы ждали окон 3,5 месяца или 4 месяца. И, вы знаете, без окон достаточно сложно открыть ресторан, а теперь они будут. И сказали, что остальные приедут завтра. Утром они позвонили и говорят, вы можете нам отправить остальную часть оплаты? Потому что мы же сегодня приедем и привезем вам окна. Через час после того, как я отказался им давать постоплату до завершения проекта, выяснилось, что остальных 4 окон тоже нет. И нас просто обманули. Вы уже на тот момент обещали, что в среду и в пятницу у нас будет окна. Вы нам клялись и божились, и говорили, давайте нам деньги, предоплату, и мы вам ставим окна. Сейчас мы заплатили вам деньги, и что? Вы не верите, что мы выполним свои обязательства или что? Уже нет. У нас есть ситуация, которую нужно решить. Мы вот ее решаем. По-моему, нет. Мы не откроем ресторан с 4 окнами. Я все это понимаю, но есть понятие форс-мажора. Вот он случился. У вас к сожалению, форс-мажор. у нас не постоянный решать этот вопрос. Мы решаем этот вопрос. И давайте с понедельничка, а потом с четверга, а потом с пятницы. Надеюсь, завтра вы не скажете, что в понедельник мы будем. Но я, если честно, другого не жду. И мне впервые в жизни пришлось применить шантаж. Я никогда до этого не шантажировал людей. Собственно, благодаря этому шантажу окна должны установить завтра. Окна. Родненькие, сколько же мы вас ждали, и какие же вы красивые. Я разговариваю с окнами, это норм? Но, кстати, окна получились очень красивыми. В процессе подготовки тайского со мной приключилась занимательная история. Я разыскивал видео на YouTube, в котором я пьяный бью людей и хожу по столам. Это темная страница моей юности. И нашел видео с моим отцом, который исполняет песню «Сизакрылый Серафим» в контексте конкурса «Арзамасские купола». Преподобный Серафим,
отец разошлись с мамой, когда мне было полгода. После этого я видел его лишь один раз. Он приезжал в гости в Бердянск на 2 дня, когда мне было 10. Он живет в Дивеево, под Нижним Новгородом в России. И сегодня я лечу с ним знакомиться полноценно. Я не видел его 21 год. Он долго не отвечал на мои смски и звонки. Но в итоге перезвонил и сказал мне «Привет, сынок», что было неожиданно. У меня очень странный маршрут, вернее, он долгий. Мне для того, чтобы добраться до Дивеева, нужно лететь дольше, чем до Токио. Я сперва сейчас долечу до Москвы, затем из Москвы до Нижнего Новгорода, а от Нижнего Новгорода на каких-то перекладных буду добираться, собственно, до Дивеева. Мне немного страшно, что не получится поговорить нормально, потому что я ничего не знаю об этом чуваке. Но есть четкое ощущение приключения и какого-то невероятного эксперимента, который меня ждет. Сейчас должен появиться мой отец. Он, видимо, опаздывает. Чувак опоздал на 2 часа в аэропорт. Я уже сидел, ждал, нервничал. Может, папа решил опять не прийти. Ага. Но мы таки увиделись. Я поселился в единственном отеле, в котором не было 400 икон, потому что Дивеево — это церковный город. По сути, все, кто там обитает, они обслуживают Дивеевский монастырь. И мой отец в том числе. Но это я не заметил. Вот чего. Не удалось. Завтра утром поеду к папе завтракать. Привет. 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 Не верится, не верится. Отец зарубил петуха, сварил мне суп, нарвал грибов в лесу, приготовил картофель. Я познакомился с бабушкой. Свежий петушок. Ой, Андрей. Мы выпили самогона. Давайте за встречу. За все хорошее. Давайте. И обрел семью. Жил в своей пещере одинокой маленький зеленый крокодил. Даша руководит нашим маркетинговым отделом. Но глобально у нас аромат будет вот. Это пало-санта, это вид дерева. Она типа максимально органическая и не так... Она выглядит круто, да. Да, она выглядит классно. И это типа... Короче, да, но модненько. Наш бренд настолько построен на визуальных элементах и эстетично идеальных для нас, которыми руководит Даша, что, да, это имеет огромное значение. Нам сейчас реально деньги нужны, чтобы просто хотя бы, блядь, вот было чистенько расставлено, там, не покупать, блядь, полиграфию. В смысле? Нельзя, никак. Ты что, чувак, пойми одну хуйню. От того, как мы откроемся, от того, насколько мы будем упакованы, зависит то, насколько заценят люди. Мы проработали над этими всеми фишками малюсенькими огромное количество времени, потратили на них кучу бабок. Ну, то есть мы должны охуеть все. Прийти к нам и охуеть. Это наша цель. И вот этот человек со своей командой каждую маленькую деталь, от какое-то блюдечко вонючего, заказанного там на Амазоне, до открыточек, там цена каждой открытки, которая превышает мыслимые и немыслимые бюджеты для заведения общественного питания. Да, мы очень сильно старались. А это, посмотри, как... Ого! Список такое. Да. А смотри, а это тут будет соль и сахар. Блин, это очень красиво вообще. Розовый мрамор. Что? Видишь, вот это вроде бы и вафля тоже, но жопская. Да, согласен. А это вроде бы хорошая, но тонкая очень. А это цвет не тот. А это вроде но его не поставляют в Украину. А вроде бы это классное, но киданули, да, эти поставщики морочили голову и дорого. Даша и команда собирали посуду по eBay, Амазонам. Там все наши тарелки — это американские винтажные Вилтоны, которые уже не производятся там десятки лет. Это американская армейская посуда. И она по форме вот тупо такая же, но только она не блестящая, она из олова сделана.
Да, у нас будет микс из американской военной посуды и из нашей алюминиевой. На протяжении нескольких месяцев мы собирали их Да, у по нас всему было миру. 200 ссылок с eBay и с Амазона. каждую из Амазона. И мы заказывали каждую тарелку. У нас очень много винтажа, который мы заказали на eBay, миллион всего. У нас классическая тайская история, которую привезли из Тая. Это, всякая соломенная и, собственно, пальмовые листья. И третье — это фарфор. Мы выбрали самый клевый, крутой фарфор, который есть. То есть она летает по Парижам, выбирает стаканчики разные, там ручные работы. Сложная работа. Так Да. звучит, кстати. Да. На самом деле, большинство времени Даша проводит в офисе вместе со своим маркетинговым отделом. По Парижам за стаканчиками летает не так часто. У нас сейчас будет элитное мыло. Не рассказывай, не рассказывай. Короче, красивая упаковка просто для мыла. И когда вот... Просто мне не нравится, как смотрится вот эта железная хрень и банка. Банка сама такая достаточно миниатюрная, а это такая железная дура. Мы планировали открыться в августе. Однако по совокупности разных факторов открылись мы в середине ноября. Это здорово ударило по нашему бюджету и настроению. Это был, наверное, эмоционально самый сложный для нас проект с точки зрения как раз коммуникации с дизайнерами, потому что нам казалось, что получается некрасиво. За неделю до открытия мы просто заходили, и я расплакалась, потому что я считала, что мы просто потратили $600 000. 600 тысяч долларов на полную хуйню, которую непонятно, что вообще сейчас делать. Не знаю, что это. Ничего. Потом произошло волшебство. И Да. в последние реально 3 дня Да. это куча говна, как мы думали на тот момент, Да. превратилась просто в безумно красивый Да. ресторан. Хотя Слава нам об этом говорил, что сейчас мы занесем весь декор, там зелень, все остальное будет здорово. Я точно так же сопереживаю, как и вы. У нас получится крутой объект. У нас есть места, которые вам лично не нравятся, есть места, которые мне лично не нравятся. Я их не говорю, мы просто там пытаемся переделать. Просто когда ты потратил 650 штук баксов и до последнего не понимаешь, что из этого выйдет, ты превращаешься в... И тебе не нравится то, что получается? Ты превращаешься в идиота. Это я про себя. Я недавно понял, что я с архитекторами, со Славкой, с Настей, я веду себя просто как полный мудак. Я постоянно их колбашу. Настя, когда я смотрю на что-нибудь или фотографирую, она сразу начинает шарахаться со словами «Что не так?». Я понимаю, что это на самом деле жесть. И я мудила, что я так поступаю. Это настолько не вдохновляет, это настолько демотивирует. У меня не получается быть мудрым в этом общении. Я делаю кучу херни, которые, в общем, делать нельзя категорически. Слава, прости. Настя, прости. Поскольку мы затянулись с открытием, у нас закончились все деньги, и свои, и кредитные. Мы запланировали открытие на пятницу, но когда мы поняли, что до пятницы еще 3 дня, у нас не было бабок элементарно на оплату каких-то Да простейших ничего, вещей. да. Мы даже позвали накануне наших друзей. К нам приходят друзья, мы их кормим обедами, ужинами, напиваемся. Всем, кажется, нравится. Ребята просто красавчики. Они как Илон Маск, только в фуд-индустрии Киева. Новаторы, экспериментаторы и предприниматели. Обожаю, люблю, ценю. Дайте скидку. Миша самый лучший реставратор в Украине. Реставратор в Украине. Стол тебя отреставрировать? Для меня это больше, чем я ожидал. И у меня сейчас уверенность в том, что это взлетит, блядь, типа 200%. Просто. Чувак, это абсолютно точно. Во всяком случае, нам говорят, что всем нравится. Но выглядит искренне. Тебе нравится наш кабак? Рочь ебаная, блядь. Это самый хуёвый кабак. Мне кажется, даже в Тае таких хуёвых кабаков нету, блядь, самых дешевых, как, блядь. Спасибо. И когда на следующий день нужно было делать закупку, к нам подходит Маша и говорит, что просто нет денег, потому что, уже все, вообще нет никаких денег. Срочно нужно перестать тратить и начать зарабатывать. Ладно, тогда завтра открываемся. Мы открылись. Ура! Машка, мы открылись. Ну что, братва, поздравляю с открытием. Спасибо. У вас пиздец вкусно. Спасибо. Очень не хотели делать какой-либо пиар, где-то писать о том, что мы открываемся, для того, чтобы не лечь. Миша просто как-то говорил что-то, что боится сильно большой ажиотаж типа создать, и потом не выйти. Мы же по чуть-чуть, понимаешь, мы же не сразу будем. Ты же понимаешь, когда придут эти люди и запостят все сторис, нам пизда будет на следующий день. Нужно очередь стоять. А нам нужна?
Нет, она нам очень нужна, просто не уверена, что сразу. Мы хотели тихонько приоткрыться, чтобы не было ажиотажа, немножко просто начать получать деньги. И как только мы открыли двери, к нам выстроилась, такая очередь, которая не заканчивалась первые 2 месяца. Когда я уходил часа 2 назад, все было круто, стояла очередь, полная посадка. И мы, конечно, обосрались так. Очень сильно лажаем сейчас, поскольку не справляемся с потоком гостей. Все технологические карты, которые мы написали, на данном этапе не выдерживаются, потому что у Тохи нет времени контролировать остальных поваров, поэтому половина гостей получает блюда, которые крепко отличаются от того вкуса, который мы задумали. Учитывая то, что это открытие, то второй шанс нам дадут, а третьего нет. Такого количества говна, которое мы выгребли за первый месяц, я не ощущал давно. Нам нужна какая-то стратегия, четкая и понятная, что нам делать для того, чтобы наш шеф мог контролировать всю хуйню, которая происходит, и даже контролировать чат, потому что то, что выдают чат, это не то, что должно выдаваться. То есть я предлагаю сейчас ограничивать время, ограничивать количество гостей. Если мы сейчас будем пытаться погнаться за деньгами, мы пройдем все. Каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Я думал, уже я 2 проекта сделал, вот в 3-м я не обосрусь. Все равно все время появляется какая-то проблема, которую ты не предусмотрел. Сломалась вытяжка. Да, за $60 000 на 2-й день нашей работы у нас сгорела вытяжка. Выдаем все заказы, которые мы должны выдать, и уходим на выходной. Друзья, у нас короткое замыкание в вытяжке приключилось, и мы закрываемся на сегодня. К большому сожалению. Общая усталость копилась в воздухе и переметнулась на вытяжку. Теперь у всех может быть выходной. В начале, когда началась эта агония, и когда у тебя огромная очередь, то всех это очень сильно мотивирует. При этом все же долго готовились к проекту, все в целом уставшие. И тут эта очередь, но это круто, тебя вдохновляет. Но когда эта очередь продолжается, мы продолжаем давить, потому что они лажают, мы сами лажаем, мы не можем настроить, то это все меняется на жуткую демотивацию. Как сделать так, чтобы у вас были выходные, если вчера вы были на хайпе радостные, и вы только к вечеру умерли, сегодня вы уже в обед, завтра будет хуже, послезавтра будет еще хуже. Каждый день будет хуже, если мы с участниками меняем систему. Но на самом деле все получилось замечательно. Первые несколько месяцев, у нас очередь не заканчивалась вообще, полная посадка была все время, потом немножечко все это стабилизировалось. 10 вечера, очередь иссякла. В итоге, что у нас получилось из наших целей? Мы открыли тайское кафе. И открыли тайский ресторан. Да, он получился слишком элитный для кафе и слишком дорогой. Мы сделали это не за 4 месяца, а за больше, чем полгода. Мы потратили на этот проект не $300 000, а 600. Мы еще ебанашки, и каждый раз мы слишком уверены в своих силах, что имеет 2 стороны. Всегда считаем, что мы обязательно решим любую задачу. Часто не считаем риски, не считаем те финансовые и прочие препятствия, которые нам нужно будет преодолеть. И благодаря этому нашему свойству мы делаем те проекты, которые нам нравятся. Но, конечно, какой ценой мы их делаем, это другой вопрос. Очень классно у нас получилось вроде бы. Вкусно, красиво, за кучу денег, не вовремя. Но нам нравится. Да. Это хороший проект. Да. Но мы любим тайский. Да. Очень сильно. Да. Все. Отлично, стал рабочий окно. Люблю смотреть на фонарь. Стал мне очень близким звук большого принтера. И я совсем не устал. Полистал